Десятки стран, сотни городов, тысячи зрителей применяют метод ухода за орхидеями канала «Классика орхидейного жанра». Метод очень экологичный, без использования химии, удобрений, активаторов, стимуляторов, фитогормонов. Метод, основанный на изучении физиологии орхидей и на создании для орхидей благоприятных условий и обеспечении им выверенного ухода. Зрители канала, использующие метод и получившие достойные результаты, делятся ими с другими. Изучив метод, получить результат может каждый, от полнейшего новичка и до скептика со стажем. И совершенно неважно, в какой стране мира вы живете, в северной или южной, результат может получить любой. Героиня сегодняшнего видео живет в городе Санкт-Петербург. В мире орхидей Оксана не новичок, и, как она сама говорила, орхидеи у нее цвели всегда. Но таких результатов, как после использования метода ухода за орхидеями канала «Классика орхидейного жанра», она не получала никогда. Это видео пролежало у меня на почте чуть больше месяца, и поэтому сегодня у нас своеобразное путешествие назад в прошлое. Когда я впервые просмотрела это видео, признаюсь, даже я была шокирована. Дело в том, что когда Оксана попала на канал, она была полнейшим скептиком и полностью отрицала возможность использования водных процедур на своих орхидеях. О своем пути от полного отрицания метода до полного его принятия Оксана рассказывает сама в первых 2 видео, которые хранятся на канале в плейлисте «Истории зрителей». Ссылки на оба эти видео я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под видео и в описании к нему. В этом плейлисте хранится не только история Оксаны, но и множество других зрителей из самых разных городов России и разных стран мира. И если вы думаете, что существуют города, которые непригодны для выращивания орхидей, посмотрите это видео до конца. Итак, встречайте, Оксана Агапова, город Санкт-Петербург, Россия. Здравствуйте, Наташа. Записываю вам новое видео. Привет с моего балкончика, на который мы переехали с моими орхидеями на время ремонта. Такой вот у нас вид на пруд прекрасный. Переехала я с частью орхидей. Не все получилось забрать с собой. Как-то так вот мы разместились в походных условиях балконных. Вот. Каждое утро у нас опрыскивание обязательно, иногда в течение дня еще опрыскивание. Предысторию еще немножко расскажу перед тем, как у нас начался ремонт, а начался он 1 августа. Я еще уезжала на месяц по своим делам, и целый месяц мои орхидеи находились с мужем, на попечении мужа. Все они у меня, конечно, на фитиле, но все равно этот месяц сильно сказался, конечно, на состоянии многих. Они все выжили, слава богу, муж молодец, но все равно есть и не очень хорошие моменты. Но тем не менее, большинство в хорошем состоянии, даже цветение не сбросили. Так вот мы опрыскиваемся, радуемся водичке, свету, теплу летнему. В Питере сейчас необычно тепло, иногда даже до 30 градусов доходит.
Солнечно, тепло, хорошо. Необычное лето, необычный август для Питера, конечно. Ну вот пока те растения, что уехали со мной, восстанавливаются после моего месячного отъезда. Вот. Поэтому цветениями похвастаться особо не могу, какими-то шикарными. Но вот то, что есть, то покажу. Это уже доцветает мой Пастелла Кис. У него было в этом году 2 ветки. Один новый цветонос, вот как раз это он. На 10 цветочков. И такой же был еще один, он совсем недавно отцвел. Вот. Так вот красиво цветет он. Очень долгоиграющее растение. Несмотря на все невзгоды, несмотря на переезд, на стресс, на отсутствие меня месяц, на недостаток света, опрыскиваний, все равно держит, молодец. Это моя мультифлорка. Тоже у нас с ней история случилась. Цветет скромно в этом году. А история какая? Я по осени прошлой, что-то я впечатлилась, не помню чем. Я тогда еще не очень сильно изучала ваш канал. Ну, в общем, я сыпанула всем своим растениям, всем вообще без исключения, очень большое количество осмокода в горшки. Ну, русская душа щедрая, да. Ну и как итог, все мои растения практически оказались сожженной осмокодом корневой системы. Мне пришлось их пересаживать, переваливать, убирать грунт, менять его. Это я показываю размер цветка сакрифайса. Зимой он цвел у меня на 10 бутонов. Я думала, что летом будет, конечно, побогаче. Ну вот, мой отъезд и недостаток света и ухода сказался. Но все равно он очень такой грандиозный, прям очень масштабно смотрится, величественно. Очень красивый цветок. Прям очень. Ну вот сейчас у нас 6 цветочков, но все равно красиво. А этого пилорика я показывала уже, но он тогда цвел над другим цветоносом, который сейчас он уже там на заднем плане обрезанный. То есть он с него уже процвел. А это новые 2 цветоноса, которые только проклюнулись во время прошлого видео. Сейчас они расцвели. Много цветочков отсушил он, пока меня не было, но что-то и распустил. Так вот у меня все расположено здесь. У кого-то есть подсветка на самом верхнем уровне подсветки. Подсветку я не смогла дотянуть. У нас тут тоже проблема с розетками. Ну, в общем, поход. Мы в походе. Это красавица, первое цветение, леди Мармелад. Тоже пересматривала недавно ваши видео с ней. Взяла на заметку ваши советы. Она тоже после пересадки. И я когда приехала, у нее цветонос упирался в окно. Ну, то есть прям уперся в окно. Но несмотря на это, она вот распустила 2 цветочка. Сейчас уже 3 раскрывает. Это этих 2 малыша, это 2 растения. Купила миньками в обычном магазине. Вот. Тут у меня хойка стоит. Моя единственная хойка. Я к ним только присматриваюсь. Это мутант азиатский тоже цветет. Я люблю такое необычное все. Хотя обычная форма цветка на многих растениях мне нравится гораздо больше, чем бабочки. Это моя гордость, моя стюартиана. Она у меня зимой цвела на 42, что ли, цветочка. Не так глобально, Наташа, как у вас. Но я все равно, я так ей гордилась. Это было 2-е домашнее цветение. Я прям, это было что-то потрясающее, конечно. Это тоже. Это, кстати, не мутант белый, это типа каменной розы, только белая. Я вот 1 раз такое растение встретила, схватила его. И прям необычное очень такое растение.
Здесь вот моя шиллерианка маленькая. Сейчас я еще покажу побольше. Мне 2 подарили шиллерианки. Они мне так нравятся, вот эти листья, их крапчатые. У нее вот новенький листик у меня уже начал расти во время ремонта, и корни от шеи растут. Я ее обложила мхом, пока еще нет возможности у меня для пересадок. К сожалению, у меня тут такие, ни коры, ничего нет. И возможности это все купить, времени даже скорее нет, потому что и работаю, и ремонт, и как-то, быт. Все мы знаем, что такое женский быт. Всегда есть куча дел. Поэтому растения, конечно, немного меньше видят от меня внимания, чем в обычной моей жизни. Что поделать. Тут у меня цветет дикий котик. Тоже скромно, на 10 цветочков. А это первое цветение черного лебедя. Я его весной купила. Так вот он цветет. Много цветоносов, вернее, не цветоносов, бутонов отломалось при переезде, к сожалению, но переезд он такой, пока перевозила их. А здесь смешно расцвел абба. Это биглип абба. На 4 цветочка, это боковое ответвление, но он какой-то такой весь волосы назад. Очень бархатный, конечно, красивый. Он темнее, чем передает его камера. Но вот такой какой-то, не расправится он никак. Это решила поближе показать своего Будду, сокровища Будды. Это первое все еще цветение продолжается. Я когда снимала предыдущий ролик, он как раз растил этот цветонос. А первый цветонос у него сейчас практически доцвел. Первый цветонос разветвления, а вот второй цветонос до сих пор цветет. Этот доцветает, я его пока не обрезаю. Может быть, еще дорастит. Здесь вот так вот. Второй цветонос доращивает, кстати, там бутончики еще будут. Очень красивая у него текстура у Будды. Мне очень нравится, как он на солнце смотрится. Сегодня, к сожалению, не солнечный день, но все равно видно вот эта шелковистость его. И достаточно давно он уже. А это я как раз показываю, вы просили показать, как крепятся лампы. Это держатели для ламп Юниэль. Можно купить на любом ресурсе, который занимается продажей, на маркете на любом. Они стоят в районе 300 рублей. То есть не то чтобы сильно дорого. 2 варианта есть. Есть вот такие, как у меня здесь. Это я показываю, это у меня новичок, это Метусан. И вот он у меня во время ремонта, во время моего тут ухода за ним, выпустил цветонос и корешок от шеи. Вот такая моя гордость. И еще, покажу тоже там растение из точки роста фабрика, тоже во время ремонта уже вот такую, тут слева видно в горшочке, из-под листика торчит деточка, уже второй листик растет. Тоже радость моя. Так вот, держатели, вот этот вариант держателей, он не очень удобен, потому что они тонкие и не сильно устойчивые, но с другой стороны они менее заметны. То есть между растениями они так как-то теряются. Есть еще второй вариант держателей той же фирмы Юниэль. Он более стационарный, прямоугольный и устойчивее гораздо. Советую все-таки второй вариант. Показать его, к сожалению, не могу, потому что он у меня на той квартире, а здесь только такой. Вот. А сейчас я еще вернусь на стройку на свою. К сожалению, антураж строительный, какой есть. Другого пока нет. Позже, надеюсь, что буду вам более красивые видео снимать. Вот так вот цветет моя Катрина. Начала на распуск перед моим отъездом месячным и распускалась уже с мужем. Сейчас тут она, несмотря на ремонт, доращивает бутончики.
держит свои цветочки. Такая вот она красивая, бархатная. Летнее цветение, конечно, оно побледнее. Зимой она практически черная. И нет вот этих белых подпалов на листьях. А сейчас вот она посветлее, но все равно очень красивая, конечно. Красивая, благородная и стойкая, судя по тому, что она еще и доращивает. Они стоят в комнате, в детской, там открыты окна, но постоянно закрыта дверь, поэтому ни о каком проветривании, естественно. Ну, я вечером приезжаю, проветриваю, но ни о каком опрыскивании нет речи. Я доливаю им воды, осматриваю, и на этом, собственно, весь уход, пока идет ремонт. Вот это растение пострадало сильно, пока меня не было. Муж забыл просто налить ему воды. И, конечно, оно очень сильно засохло. Но, несмотря на это, вот цветение держит. Тоже купила его в обычном магазине. Такая вот красотка она вот теперь у меня растет. Вот это растение сильно тоже пострадало во время уже ремонта. У него отсох один лист от шеи, ну, около шеи. И второй лист сейчас отсыхает, но шея чистая. Там нет никаких заметных повреждений, из нее растут корни. И мне кажется, что это все-таки отсутствие нормальной вентиляции, проветривания. И вот так вот растение среагировало. Потому что растет новый лист, растут хорошо очень корни. И растение держит цветение, тургор остальных листьев хороший. Такой вот кудрявый у меня еще пилорик есть. Тоже уже отсушил много бутонов. Ну вот то, что осталось, то, что тоже достаточно нарядно. Тоже очень стойкий малыш, судя по тому, что он продолжает цвести во время такого содержания. Ну, немножко им осталось продержаться. Я надеюсь, что уже скоро мы все закончим. Такой кудрявый. Один из моих первых пилориков. А сейчас покажу. Это моя белая принцесса Биглип. Он у меня совсем недавно. Девочка мне его купила зимой. И вот прислала мне его в мае месяце. Он сразу же выпустил ответвление. И цветет на 6 прекрасных цветов. Тоже распускался. Растил ответвление, когда меня не было, когда я была в отъезде. И вот распускался во время ремонта. Уже, к сожалению, цветочки он свои подвяливает, потому что жарко ему. Но, тем не менее, вот очень такой красивый, пушистенький получился. Хорошее цветение тоже. Перспективный очень Биглип. А это остатки былой роскоши. Будда золотой. Тоже уже доцветает. Очень пушистое было цветение, очень пушистый кустик. Ну вот, давно уже очень цветет. Он распускался еще когда я уезжала, то есть больше 2 месяцев назад. Вернее, он уже был распущен, он распускал вот эти последние цветочки. И вот сейчас пока ремонт, пока меня не было, он, конечно, очень много отсушил. Ну, главное, чтобы жив остался, я считаю. Вот. Так что радуюсь тому, что есть. Выгорел уже, конечно. Но тем не менее. И вот на своем первом цветении белого башмака хотелось бы попрощаться с вами. Спасибо вам за ваши советы. Спасибо вам за ваши видео. Хочу вас поддержать, сказать, чтобы вы не расстраивались из-за всяких невзгод, которые происходят порой с нами. Вы делаете очень доброе дело, очень хорошее, очень многим людям вы дарите радость, помогаете. Это очень важно.
Спасибо вам большое за это. Надеюсь, вы поняли, от чего даже я была в шоке. Вы видели, как Оксана опрыскивает свои орхидеи? Это опрыскивание еще раз и показывает, и доказывает, что вода совершенно не страшна орхидеям и их цветению. Вы же видите, как брызги воды попадают на все цветы орхидей, и ничего с ними не происходит. Подводя итог, я напомню вам, что сегодня мы побывали в северной столице России, в городе Санкт-Петербург, где зимние дни очень короткие, а летние чрезвычайно длинны, ведь в Санкт-Петербурге летом белые ночи. И если вы живете в северных городах нашей планеты и выращивать орхидеи у вас не получается, не отчаивайтесь. Все возможно. Главное – изучить физиологию орхидей, создать для них благоприятные условия и обеспечить их должным уходом. А в этом вам поможет канал «Классика орхидейного жанра». Друзья, не забудьте поблагодарить Оксану за доставленное всем нам удовольствие. А я в свою очередь напоминаю вам, что 22 минуты вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал. Если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной. Ведь впереди у нас много интересного.